Репродукция. На мой взгляд, это один из немногих фантастических триллеров с Киану Ривзом в главной роли, приближенных к научной фантастике. История фильма начинается с опыта в разделе генной инженерии. В частности, работа над перемещением сознания человека, то есть его мозга, в цифровом формате, из умершего тела человека в робота с точной копией человеческого мозга из синтетического волокна. Главный герой Уильям, он же Киану Ривз, после неудачных попыток сделал прогресс. Подопытный солдат умер, но его мозг был еще жив. Уильям вместе с другими специалистами смог переместить сознание солдата в робота. Все было хорошо, робот даже начал говорить, но не выдержав такого шока, начал в прямом смысле слова разрывать себя на куски. Сержант, успокойтесь. Сержант. Уильям был вынужден прервать эксперимент, отключив роботу питание. Успех эксперимента был очевиден, так как перемещение живого сознания прошло успешно. Но была одна недоработка. Уильям просит у руководства продолжить опыты, но они запрещают, указывая на неудачи и высокую цену проекта. Позже ученый теряет в автокатастрофе свою семью. Одержимый желанием вернуть к жизни жену и детей, он приступает к закону научной этики и самой природы. Но когда информация о его уходе домой доходит до руководства фирмы, в которой работает главный герой, на ученого и воскрешенных им жену и детей начинается охота. В общем, фильм достоин вашего внимания, рекомендую к просмотру. Видишь, я знал, что тебе хватит ума поступить правильно. Черное и синее. Что делать, когда некуда бежать? Что делать, когда некому довериться? Что делать, когда на тебя объявлена всеобщая охота? В «Черном и синем» режиссер уверенно справляется с основной задачей фильма и показывает отчаянную гонку со временем главной героини, оказавшейся в бегах как от собственных коллег, в чьей честности и профессионализме ей не приходилось сомневаться, так и от готового расправиться с ней за смерти криминального клана Дариуса. Постановщику удается передать через уверенную актерскую игру Наоми Харрис ощущение паранойи от происходящего и вывести эпизоды сложной погони на уровень охоты за изгоем. Неожиданно узнавшим слишком много о том, что происходит внутри системы, где преступники и полиция давно уже находятся в общей серой зоне, где прибыли делятся поровну, а уровень вовлеченности в криминал зашкаливает. Вы чего? Лицом к стене. В чем дело? Я сказал лицом к стене. Эй, полегче. А ну, живо! В равной степени постановщик концентрируется на стремлении Алисии донести информацию до спецслужб и на ее желании избавиться от клейма темнокожей предательницы с полицейским жетоном. Зачем он остановился? Что он делает? Черт! Скорость происходящих событий, развивающихся очень часто в этой ленте практически в реальном времени, показывает мастерство режиссера в развертывании сюжета, где жестокие и кровавые сцены контрастируют с высокими речами, призывающими к служебному долгу и справедливости. Несгибаемой Харрис удается передать человечность своего персонажа и его желание действовать здесь и сейчас, не думая о последствиях и невзирая с опаской на высокие чины. Фильм до конца держит в напряжении зрителя и заранее не ясно, чем все закончится. В общем, фильм классный, всем рекомендую к просмотру. Руки за голову. Но все это неправда. Не подходи. На мне была камера. Все записалось на камеру. Это он. Женщина в черном. Фильм ужасов вперемешку с драмой, триллером, мистикой, и я бы еще добавил детектива с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли. Невысокий возрастной рейтинг говорит о том, что кино будет страшно подросткам и очень впечатлительным зрителям. Но на деле же фильм снят на высшем пилотаже Голливуда. К актерам никаких претензий нет вообще, впрочем, как и к декорациям, интерьерам и костюмам викторианского Лондона. Музыкальное сопровождение вполне достаточно жуткое и не надоедает. Кто здесь?
Сценарий немного затянут детективом, как юрист Артур Кипс, у которого при родах умерла жена, оставив сына, отправляется в отдаленную провинцию, чтобы разобраться с бумагами скончавшегося клиента. В старом доме он должен найти завещание, оставшееся после смерти богатых хозяев. Дом находится на острове, и каждый день дорога, соединяющая его с землей, уходит под воду во время прилива. На месте Артура начинают беспокоить призраки прошлого и раскрываются тайны близлежащей деревни. Он узнает, что некая женщина в черном гипнотизирует детей, принуждая их заканчивать жизнь самоубийством. Выясняется, что так она мстит за собственного сына, утонувшего в болоте, тело которого так и не нашли. Я вам ничего не сделаю. Ты убил Викторию Харди! Пошел прочь от меня! Прочь! Практически с самого начала фильма у режиссера получается держать зрителя в напряжении. В фильме присутствуют качественные призрачные эффекты, пожара и доля кровавого. Рекомендую к просмотру любителям ужасов и качественных триллеров. Дальняя дорога. Экранизация романа Николаса Спаркса просто не может быть неудачной. История о любви вне времени, искусстве и спорте. Главными героями истории выступают две пары – Люк и София. Готов! Которые еще не до конца разобрались в своих чувствах. Он профессиональный спортсмен Родео, желающий добиться еще больших высот ради своей семьи. Она же студентка с перспективным будущим в сфере искусства. Их любовь зародилась быстро, но сложнее было ее сохранить. Каждый из них молод и амбициозен, у каждого есть мечты и цели в этой жизни, но ради любви они должны чем-то жертвовать. Забирай. Вторая пара похожа на первую, но они пережили намного больше молодых. Айра с самого знакомства стремился впечатлить Рут. Она была лучшей среди его окружения, и он сделал все, лишь бы быть для нее равным. Но долго и счастливо не дается просто так, они заплатили свою цену. Таким разным, но схожим историям суждено было объединиться. Сюжет выглядит целостным, я бы ничего не хотел вносить в него. Тот случай, когда фильм ничем не хуже книги. Джордж Тилман смог раскрыть каждого из героев. Отличный фильм, чтобы после тяжелого рабочего дня посмотреть хорошее кино и просто расслабиться. После просмотра остается чувство уюта и спокойствия. И в тот момент мы оба понимали, шанс провести жизнь вместе дороже, чем риск расстаться навсегда. Проект «Сила». Супергеройский фильм получил вполне положительные отзывы от критиков, которые хвалили выступления актеров, последовательности действий и визуальные эффекты. Сюжет фильма вполне позитивен, отлично обыгран, фантастичен, с хорошими сценами в стиле «Выживи и победи врага». Это стильное и сильное кино про сверхспособности и силу. В нем присутствует очень классная музыкальная работа. Точнее, сопровождение фильма, местами прям очень завораживающее. Картина однозначно заслуживает внимания любителей фантастики и сверхъестественных суперспособностей в данном кинопроекте. Актерская игра хорошая, слаженная, смотрится с удовольствием. Йоу, тише. Может, успокоишься, а? Спецэффекты в фильме очень стильные, красивые, эффектные. Проект «Сила» — это фантастика с элементами боевика в
прекрасном актерском исполнении, которое смотрится живо, задорно и оставляет сильные позитивные эмоции вместе с красивой музыкой и множеством живых и активных сцен. Его можно и нужно рекомендовать к просмотру. Это однозначно положительная киноработа этого года, которую точно можно посмотреть и не пожалеть о проведенном времени. Всем желаю приятного просмотра. А какие ваши любимые фильмы? Делитесь этим в комментариях, и мы обязательно добавим их в следующем топе, чтобы посмотреть вечером. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!